Друзья, всем привет! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такой эффектный полуажур. Таким узором можно связать не только летнее изделие, топ, майку, футболку, летний кардиган, но и изделия на более холодное время года из теплой пряжи. Спицами от 4 до 5,5 мм. Очень хорошо будет смотреться теплая кофта или кардиган, связанная таким узором. Это японский узор, но это один из самых простейших японских узоров, с которым справятся все, даже те, кто впервые взял спицы в руки. Друзья, я связала образец этим узором. Очень красиво смотрится лицевая сторона. С изнаночной стороны узор гладкий, с дорожками лицевых петель. Вот здесь в начале полотна колечки у нас, и в конце полотна колечки. Это петли симметрии в конце полотна, которые я отделила маркером. Я хочу объяснить, что такое петли симметрии. Это когда мы провязываем раппорт узора столько раз, сколько необходимо, и в конце провязываем петли симметрии, чтобы начало полотна, вот здесь у нас в начале полотна колечки, и конец полотна, здесь тоже у нас должны быть колечки, смотрелись одинаково, зеркально. Поэтому нужны вот эти петли симметрии. Если вам узор понравился, оставайтесь. Мы разберем с вами схему узора, а потом вместе попетельно свяжем раппорт узора. Друзья, перед вами схема узора. На схеме обозначены 2,5 раппорта узора вверх по вязанию. Один раппорт узора вверх по вязанию состоит из 8 рядов. Это первый ряд. Вот он обозначен цифрой 1, второй, третий, четвертый, пятый обозначен цифрой, шестой, седьмой и восьмой ряд обозначены цифрой. Провязав восьмой, последний ряд раппорта вверх по вязанию, вы начинаете повторять раппорт с 1 по 8 ряд столько раз, сколько вам требуется вверх по вязанию. Получается, что 9 ряд, который указан на схеме, это как бы первый ряд схемы узора. На схеме обозначены и нечетные ряды 1, 3, 5 и 7, и четные ряды 2, 4, 6 и 8. При поворотном вязании нечетные ряды 1, 3, 5 и 7 являются лицевыми и вяжутся по схеме, по условным обозначениям схемы справа налево. При поворотном вязании четные ряды по этой схеме вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при поворотном вязании провязываем изнаночной петлей. Схема предназначена для кругового вязания. Здесь указаны условные обозначения для четных рядов. Поэтому, если вы хотите вязать по условным обозначениям четные ряды при поворотном вязании, то их нужно провязывать наоборот, так как схема предназначена, как я уже сказала, для лицевого вязания, для кругового вязания. То есть, если вязать по условным обозначениям изнаночные ряды при поворотном вязании, то мы вяжем вместо изнаночной петли лицевую, вместо лицевой петли изнаночную. Накиды при поворотном вязании мы всегда провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора в ряду состоит из 18 петель. Вот они здесь указаны. Первая петля, вторая, третья, четвертая,
5 обозначено, 6, 7, 8, 9, 10 здесь обозначено, 11, 12, 13, 14, 15 вот обозначено 15, 16, 17, 18 обозначена петля. 18 петель раппорта, которые постоянно повторяются. То есть раппорт – это постоянно повторяющаяся часть узора. И в конце ряда только один раз мы провязываем 5 петель симметрии, которые указаны на этой схеме. Вот они. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Они нужны, чтобы узор гармонично смотрелся и симметрично в своем начале и в своем конце, был зеркальным, одинаковым, для того, чтобы была гармония узора. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для поворотного вязания, ваше число петель должно делиться на 18, на число петель раппорта. Плюс вы добавляете 5 петель симметрии узора и плюс добавляете еще 2 кромочные петли. Этот узор, конечно, можно вязать и по кругу, так как все японские схемы предназначены для вязания по кругу. При круговом вязании первый ряд, третий ряд, пятый ряд и седьмой ряд нечетные вяжутся справа налево и являются лицевыми рядами. Вяжутся они по схеме, по условным обозначениям схемы. Четные ряды при круговом вязании также являются лицевыми. 2, 4, 6 и 8. И также они вяжутся по тем обозначениям, которые указаны для них на схеме. Но легче вязать, провязывая этот узор, эти четные ряды, просто по рисунку, как смотрят петли. То есть видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. То есть при круговом вязании вяжем четные ряды просто по рисунку, а накиды провязываем при круговом вязании лицевой петлей. Для того, чтобы набрать нужное число петель при вязании по кругу, ваше количество петель должно делиться на 18, должно быть кратным 18. 18 петлям раппорта. Плюс вы добавляете еще одну петлю для замыкания в круг. Петли симметрии и кромочные петли при вязании по кругу набирать не нужно. А теперь давайте вместе свяжем образец узора. Один раппорт узора в высоту 8 рядов. Друзья, как вы можете заметить, на схеме ниже первого ряда находятся еще 2 ряда. Это подготовительные ряды, которые всегда указываются на японских схемах. Если вы вяжете по кругу, то эти дополнительные ряды вязать не нужно. Вы можете сразу начинать узор с первого ряда. Во всех японских схемах вы можете начинать узор при вязании по кругу, начиная с первого ряда. Или, если хотите, можете связать эти 2 подготовительных ряда справа налево по схеме, по условным обозначениям схемы. Я же вяжу обратно поворотными рядами образец, поэтому для образца я набрала 25 петель самым обычным классическим способом набора петель. Это 18 петель, один раппорт узора, плюс 5 петель симметрии, 23 петли, плюс 2 кромочные петли, 25 петель. И теперь нужно нам связать обязательно один подготовительный базовый, как бы изнаночный ряд, который находится ниже первого ряда. Мы его будем вязать по условным обозначениям наоборот, так как это поворотное вязание. А схема предназначена для кругового вязания. Итак, вяжем подготовительный базовый ряд слева направо по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее видим
изнаночную, вместо нее провязываем лицевую. Я провязываю лицевую петлю за переднюю стенку, хотя я вяжу бабушкиным способом вязания. Это удобно сейчас сделать, так как после классического способа набора петель петли лежат как при классическом способе вязания. Поэтому провязываем лицевую петлю за переднюю стенку. Далее у нас идут обозначения 3 лицевых петли. Мы вместо них провязываем 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Далее идет обозначение изнаночной петли. Провязываем вместо нее лицевую петлю. Мы провязали 5 петель симметрии, кромочная и 5 петель симметрии. Вешаем после петель симметрии маркер, чтобы отделить эти петли от раппортов узора. Далее начинаем провязывать раппорт узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевая петля. Вместо них вяжем 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее идет обозначение изнаночной петли. Вяжем вместо нее лицевую петлю. Далее опять 6 лицевых идет. Мы вяжем 6 изнаночных петель, то есть наоборот. Вяжем условное обозначение наоборот. 1 изнаночная, 2, 3 изнаночная, 4 изнаночная, 5 изнаночная, 6 изнаночная петля. Далее идет обозначение изнаночной петли. Вяжем вместо нее наоборот лицевую петлю. Далее у нас идет обозначение 3 лицевых петель. Провязываем вместо них 3 изнаночные петли. 1, 2, 3 изнаночная петля. Далее идет обозначение изнаночной. Вяжем вместо нее лицевую петлю. Мы провязали раппорт узора. Вот это петли симметрии, которые вяжутся только один раз. И вот мы провязали раппорт узора. Если вы набрали много раппортов узора при поворотном вязании, вешайте вот сейчас маркер сюда и начинаете провязывать раппорт опять. Петли симметрии не трогаете. Вешайте маркер и вяжете 6 изнаночных петель, лицевую петлю, 6 изнаночных петель, лицевую петлю, 3 изнаночные петли, лицевую петлю. Вешаете маркер и опять повторяете раппорт. 6 изнаночных петель, лицевая, 6 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая. Вешаете маркер и вяжете опять следующий раппорт с 18 петли по 1. И в конце ряда провязываете кромочную петлю. У меня это изнаночная бабушкина петля. Мы провязали подготовительный ряд для того, чтобы выйти на лицевую сторону работы, где у нас красивая косичка наборного ряда. И теперь начинаем вязать узор с первого ряда. Первый лицевой ряд. Вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаю. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее идет вот такая конструкция на 3 петлях. Вот 1 петля, 2 и 3. Здесь дорисована вертикальная черточка, это лицевая петля, накид, кружочек и вертикальная черточка, лицевая петля. И все это вот так вот взято вот такой скобкой. Как это называется? Конструкция замочек. Вот эти 3 петли мы должны провязать, то есть сделать замочек.
Что мы для этого делаем? Вот первая петля, вторая и третья. Мы третью петлю подхватываем справа налево, вводим спицу вовнутрь третьей петли справа налево. И мы должны, немножко вот так расширяем, должны эту петлю накинуть на первые две петли, набросить сверху. Для этого мы набрасываем, накидываем эту третью петлю на кончик спицы. Накинули петлю третью на кончик спицы и сбрасываем ее с правой спицы. Получается, что мы третью петлю накинули на первые две петли. Вот так. И теперь мы должны провязать лицевую, накид, лицевую. Провязываем вот эти две петли, мы должны провязать вот так, как здесь обозначено. Лицевая, накид, лицевая. Вот эти две петли, на которые мы накинули третью. Первую петлю провязываем лицевой, делаем накид, и вторую петлю провязываем лицевой петлей. Все. Мы провязали конструкцию замочек. Вот так она смотрится. Это конструкция. Далее по схеме у нас идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. 1, 2, 3, 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому эти 2 петли я должна, прежде чем провязать вместе, должна их развернуть. Для этого я переснимаю их по очереди на правую спицу, подхватывая правой спицей за заднюю стенку сзади работы, слева направо. Подхватываю правой спицей петлю сзади работы за заднюю стенку слева направо. Я пересняла на правую спицу 2 петли, этим я их развернула. И теперь возвращаю их по очереди на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь я провяжу эти 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сразу провяжите эти 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки, не разворачивая. Вот такой наклон красивый вправо у нас получается. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую, накид, изнаночная, накид, накид, изнаночная, накид, лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Вот эти 2 петли провязываем вместе, не разворачивая при бабушкином способе вязания, которым я вяжу, за задние стенки. Вот так. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сначала эти 2 петли разверните, как я уже показывала, а затем провяжите 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Такой наклон влево у нас получится. Далее идет лицевая, еще одна лицевая, лицевая, 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. 1, 2 и 3 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора из 18 петель. Маркер переснимаем. Если у вас набрано много раппортов узора, начинаете вязать следующий раппорт с его начала, с первой петли. Вяжете изнаночную петлю. После маркера вяжете изнаночную петлю, затем конструкцию замочек на 3 петлях, изнаночную, 3 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевую, накид, изнаночную петлю, накид, лицевую, 2 петли вместе с наклоном влево и 3 лицевые петли. И вешаете маркер.
Затем начинаете провязывать следующий раппорт с первой петли. Изнаночная, замочек, изнаночная. И так вяжете до 18 петли. Вешаете маркер. И так каждый следующий раппорт провязываете. И только в конце ряда, после самого последнего раппорта, вешаете маркер и провязываете 5 петель симметрии узора. Изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее идет на 3 петлях замочек. Вот на первые 2 петли мы должны накинуть третью, а потом провязать эти первые 2 петли. Для этого мы в третью петлю, вовнутрь третьей петли, справа налево, вводим спицу правую и накидываем эту петлю на кончик левой спицы. Вот так. И сбрасываем ее с правой спицы. Получилось, что мы накинули третью петлю на первую и вторую. А теперь первую и вторую петли мы будем провязывать. Как здесь обозначено? Вот лицевая, накид, кружочек и лицевая. Делаем лицевую, вяжем лицевую петлю, накид и вяжем лицевую петлю. Вот так у нас получилось. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю и кромочная петля. У меня изнаночная бабушкина. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Все изнаночные ряды 2, 4, 6 и 8 мы вяжем по рисунку, как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды провязываем изнаночной петлей. Кромочную петлю снимаем. Далее видим лицевую петлю. Вяжем лицевую. Видим далее изнаночную. Вяжем изнаночную. Далее идет накид. Провязываем его изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее опять вот бугорок. Это изнаночная. Провязываем изнаночную. Вот лицевая петля. Вяжем лицевую. Провязали петли симметрии, маркер переснимаем и продолжаем до конца ряда вязать по рисунку. Видим изнаночные, вяжем изнаночные. Вот эти бугорки — это изнаночные петли. Провязываем изнаночные петли. Накид провязываем изнаночной петлей. Вот лицевая петля. Видим лицевую, вяжем лицевую. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Вот видим везде бугорки, это изнаночные петли. Так и вяжем. Видим изнаночную, вяжем изнаночную, то есть по рисунку. Все четные ряды вяжем по рисунку. То есть как смотрят петли. Вот изнаночная, бугорок, вяжем изнаночную. А вот лицевая, вяжем лицевую. Далее идет вот бугорочек, изнаночная. Это очень быстро, просто и легко провязывается узор, потому что по рисунку все изнаночные ряды вяжутся. Вот лицевая, провязываем лицевую. Изнаночная петля, кромочная, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону и провязываем третий лицевой ряд справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем. Далее видим изнаночную. Вяжем изнаночную петлю. Далее идут 3 лицевые петли. Провязываем 1 лицевая, 2 лицевая,
третья лицевая петля. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную, 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2. Далее идет обозначение 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я разворачиваю эти петли, затем переснимаю их на левую спицу, возвращаю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки с наклоном влево. При классическом способе вязания вы, не разворачивая, сразу провязываете 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки с наклоном влево. Далее идет лицевая, накид, лицевая. Провязываем лицевая, накид, лицевая. Изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее идет лицевая, накид, лицевая. Лицевая, накид, лицевая. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Я, не разворачивая эти петли, провязываю при бабушкином способе вязания сразу 2 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки. При классическом способе вязания вы сначала разверните эти 2 петли, как разворачивать я показывала, совсем так же провяжите 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. 2 лицевые петли далее идут. 2 лицевые петли. Мы провязали первый раппорт узора. У меня всего 1 раппорт. Маркер переснимаем. Если у вас много раппортов, начинаете провязывать следующий раппорт с первой петли. То есть вяжете после маркера изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, изнаночная, 2 лицевые петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые и вешаете маркер. И так вяжете каждый следующий раппорт, начиная после маркера провязывать следующий раппорт опять же с первой петли по 18. И после последнего раппорта вешаете маркер и провязываете в конце ряда только 1 раз 5 петель симметрии. Изнаночная петля, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 3-й лицевой ряд. Начинает уже вырисовываться узор. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и по рисунку вяжем 4-й изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем, видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную, и так вяжем до конца ряда. То есть бугорки — это изнаночные петли, вот такие вот петли открытые — это лицевые петли, вяжем лицевую, провязываем до конца ряда по рисунку изнаночный ряд. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, лицевую видим, вяжем лицевую, изнаночную, накид за переднюю стенку изнаночной петлей. Вот эти все изнаночные петли, все эти петли с бугорками провязываем изнаночными, видим изнаночную, вяжем изнаночную, лицевая петля, вяжем лицевой, и так до конца ряда.
кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону, вяжем 5-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля, провязываем изнаночную. Далее идет замочек на 3 петлях. 1-я, 2-я, 3-я петли. 3-ю петлю подхватываем справа налево, правой спицей. Вводим правую спицу внутрь 3-й петли, справа налево. Расширяем немножко и накидываем на первые 2 петли. Для этого мы должны накинуть эту петлю на кончик левой спицы. Вот так подводим петли все к кончику левой спицы и накидываем 3-ю петлю на кончик левой спицы. Потом сбрасываем 3-ю петлю с правой спицы. И вот так у нас получается, что 3-я петля у нас накинута на 1-ю и 2-ю. Теперь 1-ю и 2-ю петли мы должны провязать. Как здесь обозначено. Лицевая, накид, лицевая. Провязываем эти 2 петли. Лицевая, накид, лицевая. Мы провязали замочек из 3 петель. Далее у нас идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную, лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому я разворачиваю эти 2 петли и провязываю 2 вместе за передние стенки. При классическом способе его не разворачивая, сразу провязываете эти 2 петли вместе за передние стенки с наклоном вправо. Лицевая, накид, лицевая, накид. Далее идут 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли. Изнаночная петля. Провязываем изнаночную. 2 лицевые петли. Накид. 2 лицевые петли. Накид. Лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я сразу провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы разворачиваете эти 2 петли, а затем тоже провязываете 2 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Маркер переснимаем. Я провязала 1-й раппорт узора. После маркера, если у вас много раппортов, вяжите следующий раппорт, начиная с 1-й петли. Изнаночная, потом замочек на 3 петлях и так далее до 18-й петли. Вешаете маркер, вяжете следующий раппорт. В конце последнего раппорта вешаете маркер и 1 раз в конце ряда провязываете 5 петель симметрии. Изнаночная петля. Затем на 3 петлях провязываем конструкцию замочек. Вот эти 3 петли. Мы вводим спицу правую справа налево в 3-ю петлю. Подводим все петли к кончику левой спицы и накидываем 3-ю петлю на кончик спицы. Затем сбрасываем ее с правой спицы. Этим мы накинули правую петлю на 2 первые петли. Теперь эти 2 петли первые провязываем. Вяжем лицевая, накид, лицевая. Лицевая, накид, лицевая. И изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. И кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 5-й лицевой ряд. У нас уже начинает вырисовываться вот такой
узор, вот так он смотрится уже. Разворачиваем работу и провязываем 6-й изнаночный ряд по рисунку, то есть как смотрят петли. Весь ряд. Видим, изнаночную вяжем, изнаночную, накид провязываем изнаночной петлей. Видим, лицевую провязываем лицевую петлю. И так провязываем весь ряд. То есть все четные ряды 2, 4, 6 и 8 вяжем, как смотрят петли, то есть по рисунку. Накиды провязываем изнаночной петлей. Поэтому этот рисунок, этот узор вяжется очень просто и быстро. Обычно в японских схемах в изнаночных рядах тоже вяжется узор. Но эта схема очень простая и легкая для начинающих любителей вязания и не только. Мы провязали 6-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и вяжем 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля, 3 лицевые петли, изнаночная. Провязываем изнаночную петлю, 3 лицевые, 1, 2, 2 петля, 3 петля, изнаночная петля. Далее 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я сначала эти 2 петли разворачиваю, переснимая их на правую спицу. Затем возвращаю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки. При классическом способе вязания, как я уже говорила, не разворачивая, сразу провязываете 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет лицевая петля, накид. Провязываем лицевую петлю, делаем накид. Далее 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. 1, 2 лицевая, 3 лицевая петля. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю, 3 лицевые петли, накид. Провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3 петля лицевая, накид. Далее идет лицевая петля, провязываем лицевую петлю, и 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. При классическом способе вязания вы должны развернуть эти 2 петли, а потом провязать их, как и я провязываю при бабушкином способе вязания, 1 лицевой петлей за задние стенки. Вводим правую спицу внутрь этих петель, захватываем рабочую нить и провязываем их 1 лицевой петлей с наклоном влево. Маркер переснимаем. У меня всего 1 раппорт. Если у вас несколько раппортов набрано на спице, провязывайте следующий раппорт, начиная с 1 петли. Вяжите изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, накид, лицевая и 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Вешаете маркер и провязываете следующий раппорт, начиная с 1 по 18 петлю. В конце последнего раппорта вешаете маркер и провязываете 5 петель симметрии. Изнаночная петля, 3 лицевые петли, 1
вторая, третья и изнаночная петля. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали последний лицевой ряд в раппорте узора вверх по вязанию и последний изнаночный ряд, 8, вяжете по рисунку, то есть как смотрят петли, как я уже показывала. И у вас получится вот такой красивый узор. Вот здесь у нас узор такой в виде колечек получается. И вот здесь такая елочка будет. Вот так он смотрится. Здесь у меня нить закончилась, я завязала узелок. Вот так смотрится с изнаночной стороны. И вот такой у меня образец провязан, как я уже показывала. Тоже таким же узором. Здесь ниточка потоньше. Можно вязать такой узор из любой нити. Из теплых нитей, из шерстяных, мохер, кашемир. Из любой нити для демисезонных теплых изделий. Для летних изделий из хлопка, полухлопка, льна, их смеси и так далее, шелка. Так у нас получается. На этом у меня все. Надеюсь, вам узор понравился.